Здравствуйте. Сегодня достаточно интересная партия с идеей от Рона Хелсденса. Белыми играл Ян Гренендайк, черными Рон Хелсденс. Вот он на турной базе показал идею интересную достаточно, я ее сейчас покажу. Ну и партия вообще будет очень напряженная, очень интересная. То есть я вот как-то даже подумал, что это какой-то международный турнир, что люди не играют за команду, но вот, конечно, я сейчас смотрю некоторые командные соревнования, то есть для меня открываются, то есть с другой стороны открываются игроки, то есть очень интересно играют. Но я, конечно, всегда говорю, что жаль, что нет крупного чемпионата, сейчас не проходит. То есть с большим интересом я всегда смотрел, то есть в туре можно было найти, конечно, пару очень интересных, супер интересных партий. И еще партии, то есть находились всегда, которые можно было комментировать. Но вот почему очень интересно, вы сейчас посмотрите вот в течение всей партии, не только вот эту идею, то, что я покажу от Рона Хелсденса. То есть идея вот какая была, 47-41, то есть здесь есть определенные вот эти вот идеи, но они покуда не проходят, я вам, может, покажу позже это все. А вот что он показывает, 2-7, и вот если меняться, и вот 20-25, как раз ход с плюсом, наверное, давайте поставим с плюсиком. И вот если 30-24 начинает проводить комбинацию, то получается на 30, вот видите, бой обязательно на 30, то есть отдает шашку. И вот это вот контркомбинация получается со стороны Рона Хелсденса. Ну, могло такое в партии быть, но навряд ли. Потому что играл он с Яном Гренендайком. И вот давайте вначале смотреть. Ну вот 20-24 до 25, тоже интересно достаточно начинает. Но вот что я хочу сказать по этому ходу, компьютер часто вот так вот начинает. То есть сейчас, кстати, я посмотрел пару партий, тоже есть интересно на эту тему. То есть на 25 ставит шашку и потом свободненько разыгрывает партию, свободно разыгрывает дебют. Но логика в этом есть определенная, кстати. А если вот играл какие-то партии с компьютера, может, пробовал, то вообще логика, я хочу сказать, что есть. 32. Ну вот, 32 здесь выводит. То есть не 50, 32, именно, чтобы покуда двигаться на этом фланге, чтобы 50 был ход. 38, 32, ну вот такой специфический ход, конечно. Он интересный. Что видно, вот он и хотел позиции, те, которые они играли с Роном, потом играть хотел на 38. Может, нюанс такой, может, покуда не давать вот этого хода, не нравилось ему вот это вот построение. То есть вероятность есть, конечно. То, чтобы не давать этого хода, был сделан ход. И как-то здесь заставить какие-то ходы делать. Ну вот он пошел 11-17, допустим. А если пойти сюда, то есть вот это всегда перестроение. То есть здесь позиция у белых получше бы, скажем так. Все-таки шашка 25 должна сказываться потихонечку. Ну вот будет эти позиции играть, которые потом похоже что-то в партии 19, вот с этим нападением. 19-23, ну вот он хитрее сыграл. Ян, конечно, так, давайте момент такой. Ян не ходил сюда, потому что тут вот интересная достаточно позиция. То есть постановкой сразу не успеваешь проатаковать. Вот потом следующим ходом сразу идет вот эта вот позиция. И позиция достаточно интересная такая будет. Со стороны черных я бы с большим удовольствием, честно говоря, играл, потому что покуда, ну, шашка 25-я покуда она сильно не используется, а именно сейчас будем 28-ю то атаковать, и либо атаковать, да, либо вот подстроимся 13-18, за исключением случая вот сюда, конечно, 13-18 нельзя здесь, из-за вот этой вот идеи. Так, давайте
давайте я поставлю. Вот за этой идеей нельзя. Но здесь обезопаситься, надо как-то обезопаситься, допустим, 7.11, я думаю, обезопаситься и потом уже ходить 13.18. То есть позиция, я думаю, что у черных просто хорошая будет, поэтому Ян здесь не входит в эти позиции, что достаточно логично. То есть вот позиция 21-26. Так вот вроде бы подхватывает, но очень интересно, очень интересная позиция будет. То есть, кстати, вот идея получается за Яна как раз Гринендайка, но показал он Хелзенс, получается. 38-33. Но других ходов нет, видите, покуда вот на этот ход стоит тактика. Вот это вот. То есть, давайте я сейчас опять поставлю. Вот это вот есть тактика. То есть вот эти вот все ходы такие достаточно обязательные. То есть я бы не сказал, что они, может, вынуждены, потому что всегда 34-30 вот есть отходы какие-то, тоже надо смотреть. Даже может на 29, 37-31 надо смотреть. Тоже 37-31 интересный ход, потому что покуда вот здесь вот развития нету, то есть надо это все смотреть. 20-24, ну вот смотрите, как все очень круто, я бы сказал. Молодежный сленг. То есть начинает как-то закручивается, круто закручивается, но это уже так белиберда, конечно. Смотрите, то есть видите, какая острая позиция. То есть можно анализировать эту позицию. Ну вот давайте, допустим, плюсик поставлю. То есть очень все интересно. 48-43, то есть готов в любой момент, в принципе, поменяться. 17-22. Но вот здесь вот почему-то, кстати, не меняется. У меня первое желание, когда я смотрел эту партию, либо сюда куда-то поменяться было, либо вот сюда. Давайте потихонечку посмотрим. Так, если может куда-то сюда вот. Ну да, здесь позиция интересная будет, конечно. Даже 46, сюда очень позиция интересная будет. Так, дальше, может еще что-то, какие-то ходы сделать тут. Но вот если куда-то сюда, допустим, неохота, потому что сюда ходят, и позиция, видите, некрасивая. Наверное, все-таки 19-23 было бы. Но вот почему-то не хотел в эту позицию. Я не знаю, я бы эту позицию, наверное, все-таки сыграл. Кто-то может что-то больше видит, но вот пишите в комментариях. Сыграл бы, да, 19-23, ну вот интересная позиция. На 46, вот здесь. Можно было, конечно, как-то сыграть. Даже вот эту вот позицию давайте такой момент укажу. Может вот здесь вот 43, 12-17 как-то может. Может сюда сразу, чтобы не дать вот этого хода. Ну да, позиция вот эта супер интересная. Может, конечно, вот эти вот позиции какие-то не хотел играть. Это вероятность здесь вот, честно говоря, вероятность большая очень. То есть все-таки надо как-то пересчитывать. И вот эти вот позиции не такие неблагоприятные, то есть как оно кажется. То есть так, 45-40 тоже на 4-10, то есть тоже не сильно можно сказать, выждешь здесь. Ну вот интересная позиция, да, надо смотреть, конечно. Но они редко очень встречаются, это уже, конечно, на любителя. Второй момент, как-то вот эти вот позиции, конечно, надо постоянно смотреть. То есть вот здесь вот, что тут тоже тут будет, тоже все очень интересно. Вот если какую-то досвязку, допустим, ну вот, ну есть момент, наверное, такой, вот с 22, да, 22-28, это тогда уже чуть меняет дело. То есть вот эта комбинация на большинство, так, на 48 надо бить, потому что здесь стоит. Ну вот, чуть другая позиция получается. Ну да, вот интересно, очень интересно. Но вот я сказал, что крупное соревнование, вот они то есть достаточно специфические. И я удивился, что вот
много таких вот очень интересных партий. Но, в принципе, видите, тут тоже может вот в этой партии какая-то, с одной стороны, очень острая партия, то есть, но что-то может, какие-то моменты диктовали именно не рисковать. 22-28. Вот видите, ну это стандартная жертва. И 24-29. Так, опять давайте плюсик. Минусик. Ой, вопросик, плюсик. Не плюсик, да. Восклицательный знак. 22 на 17. 27 и 9-14. Так, 9-14. Вот здесь вот. Значит, 20-24 давайте посмотрим. Тут тоже такой интересный ход. Я горожу здесь. И получается 14-20. Но тут есть вот эти вот ходы. Тоже надо смотреть. То есть нападение, видите, вот эти вот идеи. Получается. Вот если, допустим, здесь 14-20, то 39. И вот здесь вот угроза вот этой идеи очень, очень сильна. Надо отдавать, вот допустим так. Вот идея такая есть, но она, видно, не проходит. 43-39. Так, идея здесь какая? Давайте на 27. Идея на этот ход. Приклейка. Я просто показываю идеи, может кому-то когда-то пригодится, потому что позиции иногда встречаются этим. А тем более, когда издали смотришь. Ну вот, да, может быть вот этот вариант. Я давно почему-то вот 23-28 делал. Ну, наверное, давайте я удалю этот вариант. Он 23-28 сразу тут теряешь шашки, то есть 6. 6-11, да, и вот интересный, наверное, момент, конечно. Сюда, с одной стороны, есть, наверное, даже такой вот ход. Сейчас посмотрим, что тут. Да, вот эта идея. Но, так. Ну вот, да, идея, вот контр-идея есть. Ну, надо разбираться в этих вот вариантах. Давайте я еще что-нибудь сейчас посмотрю. Вот достаточно интересно, я говорю, что позиция очень интересная. То есть до 33, тогда давайте, наверное, если это не проходит, сразу до 16. Так, до 33 вот поставлю, что это плохой ход. Видите, очень много контркомбинаций. То есть я вам тоже советую эту позицию поанализировать. То есть если есть время, поанализируйте. Вот есть такой интересный момент, конечно. То есть, если сюда бить, то видите, какая интересная позиция получается. То есть, ну да, вот надо анализировать, грубо говоря, надо анализировать эту позицию. То есть, просто какая-то очень интересная позиция, очень интересная получается. 34-30 здесь. Ну вот 47 я еще вам покажу. Сейчас 2-7 вот было. То есть 2-7, вот эта вот комбинация, то есть она плохая получалась. Дальше надо было, скорее всего, 3-9. То есть давайте вот я основную идею этих покажу этой позиции. Вот. То есть она простая, но она одна из основных. То есть вот сюда, то есть и таким образом вот проводим. Поэтому 34-30 получается, вот, так, 20-25, надо, наверное, так, 2-7, смотрите вот эту вот позицию. Я, честно говоря, склоняюсь, что она все-таки, ну, она сложная достаточно, но она должна быть, по идее, ничейная, конечно. Если проанализировать глубоко, то ничейная. Потому что я вам тут глубже ничего не показываю, потому что тут надо анализировать, тут, наверное, на час аналитики, на час показов, то есть в этой позиции. То есть 20-25. И вот здесь опять вот так вот нельзя ходить из-за вот этой вот идеи. Так. Я это не показываю. Да, смотрю, почему-то не бьет.
здесь неправильно поставил для ПДНов. То есть это вопросик, конечно. И восклицательный знак. Я, да, почему-то за место восклицательного знака я постоянно говорю плюсики. Ну вот, смотрите, так вот закончилась партия в ничью. Здесь уже комментировать дальше сильно не буду, просто покажу вам. То есть здесь белые без шашки. Ну вот он таким образом. Ну, таким образом он здесь форсировал. То есть если бить сюда, то получается вот сюда и сюда. То есть не стал рисковать тоже. Вот такая вот интересная партия была. Ян Гронендайк, Рон Хёзданс. И до новых встреч.